Книга Париса. Золотое яблоко. Веселый пир богов, а в тени его зависть. Не чувство, а богиня без лица, подобная болотному туману. Кто не имеет формы, тот легко проникнет в помышления чужие, чтоб ими стать и вкрадчивым внушением к раздору жаркому путь верный проложить. И, не заметив чуждый дух в себе, влечешься в бездну пагубных пристрастий. Кто завистью обуян, тот не видит мира, предметов, отношений, смыслов, лиц. Лишь то в глазах, что страсть продиктовала, к чему влечет и делает бесценным. А что это на деле? Впрямь лучшее, что превосходит все? Ничуть, нисколько. Можно обладать сокровищем и вовсе не ценить, желая иступленно медный грош, достоинство которого лишь в том, что он не твой, а ты его желаешь. Завидуют не лучшему, тому, чем уязвил себя по прихоти пристрастия. Невидимая зависть, нет ее вовне. Глаза закрой и внутрь себя воззри. В тебе всецело вся твоя нужда, которую измыслил и внушил ты сам себе, как будто в наказание. Дальнейшее известно из преданий. На свадебном пиру Пелея и Фетиды, четы, чьим сыном несравненный стал Ахилл, присутствовали боги. Торжество переполняло всех, сумбур беспечный, смех, веселье, танцы. Эрида, слившись с дымом благовоний, непрошенную там явилась гостьей. И хоть на пир ее не звали, не чинясь, в дар золотое яблоко украдкой невесте положила. Только вот беда, все то, что дарит зависть, не на благо, и взявший от нее утратит непременно. Едва чудесный плод рука подняла, мелодия звенящая раздалась. В ее напевности не разобрать стиха. Одно лишь слово повторялось ясно, само себя на эхо умножая. Прекраснейший, прекраснейший, прекрасный. И, смолкнув раз, в неясной тишине внимали все журчащим этим звуком. На свадьбе нет прекраснее невесты. Таков закон, обычай, праздничный завет, которым день единственный отмечен. Какой бы жребий далее не выпал жене порог переступившей, этот день ее. В нем всех она прекрасней. В один лишь миг, но миг сей не приложен. Однако зависть все меняет в ходе дел, и нет того, что исказить не в силах. Напев волшебный сладостно звучал, и три богини, не сдержавши нрава, нарушили обычай дня. Они свои права на дар чарующий, заветный заявили. Желали, чтобы царь богов, всевластный Зевс, отец им брат и муж, решенье вынес, кто из них прекрасней. Среди бессмертных ясно, смертные не в счет. Но быть судьей великий отказался.
Он так сказал. Когда бы я хотел, чтоб спор ваш странный рассудила мудрость, то вот мудрец бесстрастный перед нами, хозяин добрый наш Херон, кентавр богоподобный. Но тяжбы есть такие, где смутится ум, и сколько ни гадай, не выведешь резонов, что предпочесть и как судить о том. В коварных тяжбах только простодушный способен выбор сделать. Пусть же он решит. И указал такого пастуха, который, будучи царевичем Троянским, на склонах Иды пас покорный скот и был доволен участью скромнейшей. Не мешкая, три споривших богини, и с ними бог стремительный Гермес, помчались к Трое. Без труда нашли среди холмов окрестных пастуха Париса. Но как о красоте, что затмевает солнце, обычный смертный может рассудить. Лишился речи он, блуждал туманным взором, весь содрогался, словно в лихорадке. Еще немного, и его душа, покинув тело, полетела б вдаль, где нет сиятельных видений, только сумрак, неразличимый, вечный, неживой. Но душу удержав божественным участием, прекрасные богини пастуха вернули в чувство. Постепенно, робко коснулся взгляд его божественных одежд. От них к ногам, и словно паучок по тонкой нити, трепетной дорожке, к рукам поднялся, далее плечам, и вот он лиц коснулся, чтобы снова пасть, как будто нить внезапно оборвалась. Чрезмерность опыта понятна стала всем. Тогда богини предложить решили растерянному юноше великие дары. Афина, гордая воительница-дева, ему сулила доблесть и победы во всех сражениях, жестоких поединках, когда один храбрец ведет борьбу с другими, ратной славы ищет. Непобедим ты будешь в битвах, грозен для врагов, среди героев лучший, всем иным на зависть. Жена царя богов, блистательная Гера, державные права ему давала щедро. Просторы Азии тебе подвластны будут, могучим повелителем над всеми вознесешься. Не те и эти люди, многие народы к ногам твоим падут и будут ждать приказа. Нежнейшая богиня Афродита промолвила с улыбкой, ласковой, как утро. Ближайшая для человека плоть, его пристрастие, влечение и чувство. Все остальное — средство для того, что ощутишь в себе, и только наслаждение бесспорно, непосредственно, весомо. Тебе любовь прекраснейшая дам, Елены из Лаконики. Сейчас вся Греция, все славные герои забыли подвиги и ищут только взгляда спартанской девы. Будет ее сердце тобою биться, трепетать, гореть, избранником ее счастливым станешь, залог блаженства до скончания дней. Когда богини стали говорить, Парис неспешно приходил в себя. Мелодия речей по капле возвращала,
ему сознание и волю. А Гермес вдобавок предстал, как сверстник юноши, и, мягко улыбаясь, его приободрял, чего смущаться, мол. Уверился Парис, что впрямь все происходит, как слух ему доносит, подтверждает взгляд. Сначала слушал, а затем решился сам слово вымолвить, как будто бы не веря, что он еще умеет говорить. Великие и славные богини, голова кружится, ничтожен я пред вами, и как может смертный судить о тех, кто бесконечно выше всего, что знает он? А ваши обещания, речь мою простите, смутят кого угодно. Негоже мне их слышать, я простой пастух, и в мыслях не дерзну принять дары такие. Я недостоин их и даже их страшусь. Тогда, желая одолеть сомнения, которые владели пастухом, Гермес спросил: «Но что ты ценишь больше? Рассуди, попробуй. Что предпочел бы, если бы решился?» Парис без колебаний отвечал: «Всего дороже доблесть для меня. Быть воином, перед которым враг трепещет, робость ощущая, еще до схватки готов бежать. Завидная судьба, достичь ее венец желанный». «И так ты предпочел?» — прищурился Гермес. Парис продолжил, будто не услышал намека Бога. «Разве смысл в итоге? Что добыто не волею своею, а милостью сиятельной богини, как ни прекрасно, вовсе не мое. Неравна схватка, если за тебя божественные силы бой ведут со смертным. И чья тогда победа? В чем твоя заслуга?» Гермес согласно головой кивнул. «Довольно, мол, я понял». Улыбнулся тонко. «Уже ли ты столь дерзок, что решил рискнуть искать победы без поддержки свыше, без щедрой благосклонности богов, или даже вопреки?» «Я не самонадеян», — пастух Троянский пылко отвечал. «Хочу лишь честно силами своими, стойкостью, отвагой снискать расположение богини. Воительнице мудрой заслужить доверие и быть достойным милости ее». «А что ты скажешь о других дарах?» «Быть повелителем — высокая судьба, ведь, будучи один, над многими давлеет. В руке своей он держит силы всех, цель указует множеству достойных. И предводитель многих, ими горд и славен. Как немогучее дерево одно стоящее, ему не превзойти своею силою лес целый, многоствольный. Вот посмотри вокруг, мы тонем в этой чаще. Удел великий, да, но мне он чужд. Призвание не чувствую я власть осуществлять и многим их указывать пути. А что же до любви, уже нашел ее. Спасибо благодетельной богине. Энона, нимфа, ее стан и смех, журчащий, милый голос, водопад волос. Себя прерву, влюбленный слишком скучен. Елены нет прекраснее, быть может, но нам милее та, кого избрало сердце. Мое же сердце полно, нежность в нем живет. «Ты многое сказал», — Гермес промолвил грустно, «и более того, что явно утверждал. Свою судьбу изрек, сам это не заметив.
Теперь же прояви эту доблесть без прикрас, которой дорожишь. Вот плод заветный, вручай его бестрепетно, и этим кончим дело. Парис в глаза ровесника взглянул, но в них ответа нет. Лишь бесконечность страшная для смертных, бездонная, недвижная, глухая. Спасаясь от нее, поспешно взгляд отвел и медленно сказал: судьей я быть не вправе красоте бессмертной, что ярче света солнца. Перед нею слеп. Но если воля Божья указала мне выбор сделать, я смиряюсь с ней. Парис был бледен, тонок, весь струне подобный. Казалось, плоть утратил. Голос лишь остался, звеневший в тишине, ведь смолкли даже птицы, ветер стих в листве. Дары мной незаслуженные, не их я выбираю, свидетельства в них вижу. Как понять их можно? Богини называли то, что их природе как будто сродственно. И если так судить, то к красоте любовь ближайшая. Ни власть, ни даже доблесть не сравнятся с ней. Коль выбор невозможный нужно совершить, то справедливость требует вручить заветный плод богине Афродите. Пусть же будет так. С последними словами громкий вздох раздался, как будто лес вздохнул. И тотчас ожил ветер, он в кронах зашуршал, спеша скорее, бойче, по свету разнести неслыханную весть. А птичий хор тревожный ему звучал вослед. Так завершился спор великих трех богинь. Ну а Париса жизнь осталась, как была. По крайней мере, так тогда казалось. Парис. Парис был счастлив жизнью первородной. Деревья, пышнолиственные кроны покрыли город косы, скрыли их совсем. Подобный волнам буйным тонешь в их приволье. Как жизнь могуча, радостно безмерно. Неукротимые зеленые потоки, со склонов гор стекавшие в долину, в ней разливались величавой ширью. Слегка туман клубился, предвещая солнце торжественный восход. Прохлада утренняя мягко пробуждала живые существа, чье время — ясный день. Проблеяла овца, короткий сонный возглас, в кустах негромкий шорох. Что там за зверек? И птичьи голоса увереннее, звонче, и хлопотливый гомон всех событий спутник, залог отсутствия беды, знак мира и покоя. Его не слушаешь, а внемлешь естеством. Все полновесно, неподдельно, ясно, в частице малой жизни полнота. Кто так не жил, едва постичь способен всю радость дней природе соразмерных и ею полных. День за днем, как вечность, как будто все, что есть, одним дыханием дышит. Мертва была природа без любви. Парис любил той юной пылкой страстью, что поглощает наше существо всецело, без остатка, безрассудно. Единственная, милая,
чье имя невольно шепчут губы, сладостный обман. Не остается мысли, где нет следа ее улыбки. Всякое из дел одним измерено, с любимой рядом быть. А то, что отдаляет час свиданий, да кука и тоска. Во всем прекрасном чудится ее проникновенный взгляд. Она весь мир. О, юности порывы, волшебных чувств туман! Ты лучшее, что можно испытать в печальной жизни смертных. В нем они не помнят всю скорбь удела, выпавшего им. Энона, дочь речного бога, Парису подарила щедро восторги страсти нежной. Их союз прекрасный зеленый лес благословил. Влюбленных двое, но наперстник им весь мир огромный. Он не безучастен. Все, что вокруг, способствует любви и благосклонно помогает ей. Ручьи журчанием неумолчным славили влюбленных. Цветы приветливо кивали, ласковое солнце их нежило тела, а на закате им тайны раскрывало мироздание. Но как не полно сердце беззаветной страстью, дела идут своей дорогой, а вечер им итог подводит каждодневный. Так пастухи, собравшись у костра, судачили о том и сём, неторопливо, словно избывая предолгий день труда. Заговорили слово за слово о празднестве грядущем, об играх, посвященных памяти царевича в младенчестве умершего, второго отпрыска Приама и Гекубы. Уж 20 лет прошло с того печального и горестного дня. Народ троянский игры ожидал, чтоб после восхвалить их победителей. Заманчивая доля. В них царских сыновей увидим мы участие, сказал один пастух. Да, будет посмотреть на что, откликнулся второй. Бесспорно, Гектор всех сильней и в этот раз окажется, поддакнул третий. Не спеши судить, Парисом возразил. Хоть все это безделки. Вот вторгнись враг в пределы Родины, тогда бы было с кем померяться отвагой и силой. Его в жестокой битве сокрушить. Вот истинная слава. А праздно мощью кичиться к чему? Пустое дело. Верх одержать троянцу над троянцем — забава глупая, как будто сам с собою ведешь ты тяжбу. Выиграет в ней одно тщеславие. «Как ты красноречив!» — с иронией второй пастух заметил. «Какая-то досада, говорит, в тебе». Пастух, их молча слушавший и старше всех годами, чьи волосы укрыла седина, как будто пеплом, веско произнес. «Ты судишь нерасчетливо, как молодым пристало. Одну лишь видят сторону, того не замечая, что у вещей немало разных скрытых свойств. Ведь доблесть и сноровка, трата сил и пот передадутся тени, в чью честь проводят игры. Они ее питают и не дадут распасться. Так вечно зыбкий образ на пустошах Аида продлит свою печаль, не обратясь в ничто. Как будто его слыша, пламя вверх взметнулось. Искры полетели вслед за дымом густо, в высоте кружились, звали за собою.
Борис воскликнул пылко. «Я готов сразиться с любым героем гордым, и уверен, втрое не сыщется такого, кому бы уступил хоть стойкостью, хоть силой». Дерзко прозвучало. На что седой пастух степенно возразил: «Ты, Александр, юноша могучий и храбрый, знаем, но на состязаниях сойдутся в схватках лучшие герои. Они всю жизнь одним лишь занимались: развить сноровку воинских занятий, метать копье, конями править, мечом разить и отражать удары щитом надежным. Я не говорю о мастерстве борцовском, вдаль прыжке и беге, искусность тут превыше сил любых. Их одолеть совсем иное дело, чем яростью дыша разбойников по лесу разогнать, пусть даже шайку целую». В словах последних намекал пастух на подвиг удивительный Париса, когда тот в одиночку, не колеблясь, разбойников, напавших на стада, сумел бесстрашно отразить, и безоружный на банду их нагнал такого страху, что те бежали голову сломя, веревки побросав, дубины и кинжалы. Один тщедушный, подойдя к костру, последние слова услышав, им насмешкой вторил: «Если б состязания устроили в прогоне стад или поиске овцы, тогда, конечно, было бы уместно себя попробовать. Ты в этом знаешь толк». Парис ему ответил взглядом гневным, но слов не произнес, лишь зубы стиснул крепко. Хихикнул кто-то, а другой, напротив, сердито что-то пробурчал под нос. Седой пастух почтенный, примеряя речи, сказал им рассудительно: «Не дерзким даже, а смешным сочтут простого пастуха, который вызов бросил воителям известным, царским сыновьям. Не только люди Трои будут восхищаться их видом славным, а тебя хулить. Ты знаешь хорошо, кому от века благоволят бессмертные. Да, любят только знатных, но простец для них, как лист или трава. Срываем походя, не замечая топчем, его судьба во прахе, ей не вознестись». Когда беседовали, псы насторожились, оскалились, и уши вмиг торчком глухим и злобным лаем огласили ночь. Один из псов нырнул в мрак непроглядный, за ним второй свирепой быстрой тенью. Их ревность все сказала пастухам. Волк здесь неподалеку, порыв случайный ветра, псы его учуяли. Вмиг факелы зажегши, в лес ночной ступили, гурьбою следуя за лаем псов отважных. Так общую заботой пресеклась распря, готовая меж ними запалить вражду, а там и к схватке привести, жестокой и ненужной между друзьями. Когда вернулись, речь зашла о прошлом. О том царевиче, что 20 лет назад младенцем этот мир покинул. Парис спросил седого пастуха: «А мы с царевичем ведь одногодки, верно?» «На то похоже. Как царевич умер?» «Никто не знает. Только то известно, что он родился и скончался вскоре. Быть может, тотчас. Бабки-повитухи судачили, что был царевич крепок, кричал изрядно, заявляя нрав жизнеспособный. Но хотя глашатай народу объявил о радости немалой для державы дома царского, однако его голос запнулся, раз, затем другой.
как будто что-то говорить мешало ему, привыкшему вещать о всем. И не было веселья, что исходит из царского чертога в час счастливый, как будто тень упала на дворец. Тревога смутная, шушуканье и сплетни, а вскоре объявили траур. Догорал костер. С ним разговор иссяк, и все следили молча, как алое мерцание угольев скрывают серый пепел и белесый дым. Игры. Среди обильных стад троянского царя один огромный бык превосходил всех статью. К тому же был он бел, как облако на летнем небосводе. Чудесного быка определили призом на состязанье памятном в честь некогда усопшего младенца. Парис, узнав об этом, загрустил. Еще подростком он с быком сдружился. Привязанность с годами только крепла. Нередко чудилось ему, что лучше всех людей могучее животное понять его способно. Бык нрав имел суровый, но к Парису приветлив был. И вот теперь разлука. Все в юноше восстало, и решил он друга по чести отстоять, победу одержав в рестанье. С намерением упорным в Трою поспешил. Ушел один, все спало безмятежно, и Гелиос сиятельно великий не думал запрягать своих коней. Когда же вестница светила, розовопестрая заря очистила огромный небосвод и погасила звезды, уже великий город пробудился. Скрипели по мощенным улицам колеса деревянные повозок, чуть громыхая на камнях неровных. Один прохожий окликал другого. Постукивались двери хлопотливо, через которые сновали домочадцы, совсем как муравьи. Бегут туда-сюда, усердно что-то тащат. То там, то сям звучал сердитый окрик. Пенял хозяин слугам нерадивым. Кувшин разбили, ползают, как мухи ленивые и сонные. А где-то причитанья, на ногу прибольно огромный раб-мессиец наступил. В соседнем доме шум. Где праздничные ленты? Вчера ведь здесь лежали. Словом, суматоха. За городской стеною, неподалеку от священного источника, у храма Аполлонова народ троянский собирался. Там загодя все приготовили для состязаний, а стража царская следила за порядком. Ждали царя нетерпеливо. Наконец, его явление возвестили приветствие радостные крики. В день накануне, как велит обычай, царь и жрецы богов почтили обильной жертвой. Нынче ж надлежит бессмертных славить силой и сноровкой мужей предоблестных. Справа от места рестаний, на возвышении скромном, трон поместили царя, рядом с ним и царицы. Над ними воздвигли навес, дабы солнце жарко струящимся взглядом их не палило безмерно. Гордый Приам, наклонясь к своей верной Гекубе, так говорил ей: «Как я жалею, жена, что некогда, вняв малодушно, ложным знаменьям и страху нашего сына родного, невинно рожденного, в жертву
жертву сам повелел принести. «Ты ведь родила народе», — печально сказала Гекуба. Вспомнилось ей, как проснулась душною ночью. Все тело будто избитое. Ужас, как змей бестелесный, в кольца и петли свивался. В ней перебилось дыхание, кровь, казалось, свернулась, стала, как камень. Виденье ей заполняло сознание, будто бы факел из чрева она родила сейчас в муках, и запылал в ночи город, город до боли знакомый. Страшно она закричала, хоть ей казалось беззвучно, губы шевелятся. Тотчас тронодержательный муж пробудился в тревоге, множество слух набежало, а прорицатель, узнавший, что испугала царицу, мрачно изрек, что младенец, коего носит под сердцем, Трои погибелью станет. Царь молодой содрогнулся. Что про возвестие? Он помнил. Видение, прервавшее детство. Троя пылала, и скорбно, скорченной мукой в крови, грозным Гераклом убитые братья родные лежали. С ними любимый отец, челядь дворца и охрана, трупы были повсюду. Зевса великого сын, вдоволь насытившись кровью, месть утолив как убийца, перед дрожащим подростком палицу вниз опустил. Внял он мольбам Гесионы, горем убитой, молившей брата последнего жизнь, юную нежную поросль не прерывать, не губить. И, отпуская подростка в руки сестры безутешной, он иронично подарком речься ему повелел. Нет, повториться не может то, с чего жизнь начиналась. Только отстроилась строя, вновь появились улыбки, и все богаче базары, многоязыкие речи, улицы полнят услада. Он сохранить это должен, даже пожертвовав сыном. Мысли о благе народа новорожденного отдал стражу суровому, и чтобы на гору Иду немедля тот отправлялся и тайно в чаще лесной глухомани жизни младенца лишил. Про это дело презлое она, Гекуба, не знала. В горячке родовой металась, себя не помня и едва жива. Ах, если бы вернуть былое, переменить печальный ход событий. Внезапный шум и гам ее прервали мысли. Вокруг Герольда стычка начиналась. Высокий статный юноша, возвысив голос, Герольду горячо пытался что-то втолковать, а тот надменным жестом отстранялся. Уже один из царских сыновей ткнул незнакомца ножнами меча, а тот, озлясь, сжал кулаки, готовый дать ответ. Пресечь, желая вздорное волнение, велел Приам немедля привести к нему Герольда и простолюдина, который дерзновенно нарушал порядок торжества. Герольд, представ, сварливо объяснил, что этот малый, дубина-деревенщина, без всяких на то прав, желает бросить вызов другим участникам священных игр. «Ты кто?» — спросил Приам сурово, дивясь могучей стати незнакомца.
Быть может, бог лесной? Тот отвечал, что он простой пастух, зовут Парисом. Это имя как будто уже слышал царь. Но где и от кого? Тогда смотритель стад, он был неподалеку в царской свите, с готовностью прямо сообщил, что это тот пастух, который спас стада от шайки многочисленной воров, которые прославились разбоем и сильно докучали царской страже. «Так ты храбрец!» — воскликнул царь. «И настоящий воин, коль с целым сонмищем грабителей управился. Ты заслужил награду. Проси, и я дарую царской властью, что ты захочешь». «Добрый государь!» — Парис в поклоне пред царем склонился. «Окажешь милость мне превыше прочих благ, если позволишь нынче в состязании принять участие». «К чему тебе, чудак?» Прям немало удивился просьбе. «Награду щедрую готов я дать». «Наградой лучшую мне будет средь героев бесстрашно силы испытать свои». «В твоих речах заметно благородство», прям довольно головой кивнул. «Ты доблестью своею заслужил стоять сред знатных, выйти пред народом и лучше с лучшими огонь вести». Так получилось, что Парис безродный, и он же Александр, мужей-сразитель, вдруг оказался против ожиданий среди участников священных состязаний. Гектор. Все началось метанием копья. На молодого ясеня упругий тонкий ствол, щит семикожный надели. В его центре медно отточенный круг прочные кожи скреплял. Он сверкал, изрезбленный, тонким узором украшен. Вязью причудливой кони и змеи сплелись неразрывно в схватке жестокой, фатальной. Древних преданий молва ней повествует, некогда ею решалась судьба мироздания. К мете исходной, гранитному диктелю, каждый, молясь, подходил, благоговейно вверяя Богу попытку свою. Жребий решал очередность. Он прихотливо назначил Гектору быть предпоследним, ну а Парису за ним всех завершить состязание. Крепко сжимая древко, грудь развернув и напружив мускулы торса и рук, выдохнув громко, герои мощно копье посылали, общим движением тела путь указуя ему. Строго следили герольды, чтобы никто лишним шагом не получил предпочтения перед другими. Известно, сила броска будет больше, если с разбега бросать. Там, где копье поражало, щит семикожаный, прочный, юноша младше Герольда, вмиг подбежав, отмечал яркою желтою охрой след острия. После знаком, оговоренным условным, весть подавалась Герольду, а уже тот возглашал: «Доблестный глав Гиполохова отрасль, родом из Ликии щит поразил во 2 пальцах от диска». Вскоре, как раны желтой сочащейся кровью, щит весь усеяли метки. Но ни одна не коснулась медного круга. Вот уже 10 героев свои совершили попытки. Кто-то багров был с досады, кто-то подчеркнуто сдержан. Камню гранитному вышел,
славнейший всех Приамидов, Гектор могучий, старший сын венценосца. Подобный скале или дубу, столь мускулы бугрились мощно. Также прекрасен он ликом, взгляд благородный, казалось, свет источал. В этом свете людям являлся как высший, отнюдь не земными рожденный, а роду бессмертных причастный. Взял, как тростинку, пику разящую и длиннотенную к цели направил, играючи. Так складно работали члены, ноги упруго тело несли, торс развернулся в согласии полном с плечами, руками. Все совокупное тело движение в длани его завершилось, к цели пославшей копье. Столь был красив юный Гектор, что взгляды многих троян на нем задержались невольно, полнясь восторгом. Забыли, что за полетом копья зрителям должно следить. Гулко, отрывисто лязгнув острейшим концом своем пика, пробила меч, что сияла в центре щита. Громко, восторженно ахнул, будто один весь народ. Вслед затем возглас распался на хор приветственных криков. Ясно всем было, не сможет Гекторов меткий удар даже Арес превзойти. И потому, когда вышел копьеметатель последний, мало кто зрел на него. Все горячо обсуждали доблести славного мужа, сколь щедро великие боги того одаряют, кто любым, а дерзки жестоко карают, много примеров тому. Общим забытый вниманием, как-то на диво спокоен был лепокудрый Парис. Вовсе не жаждал он славы, не ревновал о героях, будто не в сонмище людном он безмятежный стоял. Взгляд его видел иное, как он в лесах густой чаще чутко следит за движением лани невидимой, скрытой густо-зеленой листвою. Быстро разящим ударом чуть шелохнулись ветви, дротиком острым сражает дичь быстроногую. Если мгновенье промедлишь, дротик зря потеряешь, а лань мчится, как птица. Много бродя по чащобам, Парис научился сноровке дичь легконогую метко, без промедления бить. Ее поражал и стрелою, быстро летящую, также дротом нещадно разящим. Знал, как воздействует ветер, чем помогает, мешает. Верно умел расстояние глазом прикинуть, с ним соразмерно удару силу придать ту, что нужно. Вот и теперь пред собою не щит медноблещущий видел. Лани светлая шкура в глазах его будто плясал. Всю собравши сноровку, к цели направил копье. Себя, не копье, он направил, молитвой воззвавши к Афине, а также к детям Латоны, славным богам сребролуким. Быстро промчалось копье ли, Парис, и щит, сокрушая, пронзила круг медно-красный. Мощно разящий удар прямо по центру пришелся.
Сверху обрушась на Гектора пику, прочно вошедшую в щит. Пике конец, как зубилом, срезал Париса снаряд. Пало копье Приамида в пыль у щита, в прахе бессильно лежала, высохший червь, да и только. Слава его стала тенью. Враз праздные речи умолкли, и тишина воцарилась. Точно как тень укрывает все на земле, едва туча скроет слепящее солнце. Так онемели трояне, не в силах понять, что случилось. Горлинки. Следом за первым второе царь объявил состязание. Громко молясь Аполлону, он призывал стреловержца быть покровителем Трои и не оставить вниманием нужды троян. Гекатомбу нежных ягнят обязался славный Приам принести в завтрашний день, что послужит всех поминальных обрядов богоугодным итогом. Все 12 героев свои изготовили луки. Спинами стали к троянам, дабы стрела в своем лете не поразила случайно цель ненамечную. Слышно, как тетива тихим стоном пальцем стрелка отвечает, так музыкант свои струны перед игрой выверяет. Стал в отдалении от рьяных стрелков, сжавших луки, жрец Аполлона. В длинных и пышных одеждах, вытканных тонкою нитью, руку на клеть положил. А в той клети из прочной сплетенной лозы горлинки 3 беспокойно выями прядали, крылья пытались расправить и пред собою смотрели. Может, с тревогою? Кто в птичьем взоре прочтет их волнение, есть ли нам дело до них? Громко Герольд огласил вновь имена всех героев, ставших один близ другого линии грозной. Враг, как бы ни был силен, видя их, содрогнется, и, убоявшись атаку, вряд ли посмеет начать. Но никакой вражьей рати здесь не стояло. Спокойно было в пределах державы. Луг расстилался просторный, и лишь вдали, будто в дымке, сотканной солнца сияньем, лес поднимался стеною, пышно-кудрявой листвою. Всех огласил громко, зычно главный Герольд. Лишь Париса имя изрек он, голос невольно понизив. Смутился, ведь ни отца и ни мать, ни даже место рождения нечего было назвать. Так и остался Парис, что наречен Александром, как устрашитель злодеев. И за отца, за род предков, за город славный, чьи нравы нас воспитуют от детства, стало Парису деяние, храбрость и честный порыв. Едва имена прозвучали, жрец отворил дверцу клети и взял одну из голубок. Обе другие подруги шумно забили крылами, в клетке метались бесцельно, их переполнил испуг. Плотно, но бережно, дланью жрец удержал тело птахи и ощутил, как безудержно сердце в ней бьется.
Негромко ей прошептал заклинание магии древней и пальцем чуть коснулся головы. Вмиг стало биться ровнее сердце у горлинки. Тотчас жрец, широко размахнувшись, в небо выбросил птицу, жертву священную Богу. И едва поднялась синяя горлица неба, как за нею стремились стрелы героев, но тщетно их направляли могучие руки, взор быстролетный, усилия напрасны. Лишь испугали голубку стрелы, пронесшиеся близко, порывы смертельного ветра. Прянула горлица вбок, казалось, к земле устремилась, но тут же взмыла обратно и, поднимая все выше, с неба слилась синевой. Разочарованно охнул сон Троян велелюдный. Вздохи вокруг раздались, кто-то судил о полете, где-то пошли кривотолки, ну а другие в молчании ждали попытки второй. Ведь понимали, как трудно даже для самых искусных стрелометателей птицу в вольном и быстром полете точно сразить. Потому-то в клете 3 горлинки были. И вот вторая попытка. Вновь тетивы натянули 12 героев, готовы метко стрелою следить цель всем желанную. Снова горлица ввысь устремилась, снова вокруг нее стрелы вихрям подобные мчались. Горлица в небе металась, не зная, как смерти избегнуть, и роковое из бронзы жало настигло ее. Сына Анхиза, Энея, стрела ей крыло прободила. Нет, лишь задела ударом, вырвав перо из крыла. Горлица намех кратчайший замерла в небе, и тотчас чья-то стрела ее перси нежную плоть поразила, хрупкие кости ломая. Камню подобная наземь грянула горлица, древом пронзенная насквозь. Кто же нанес смертоносный, борьбу завершивший удар? Стрела оказалась Париса. Рад был народ илионский, все от царя до ребенка, их отпустила тревога. Бог указал, что угодно жертва ему, и трояне могут без страха с надеждой в ночь засыпать, а проснувшись, день свой уверенно ладить. Богу хвалы восклицая, жрец 3-ю горлицу вынул, дверцу откинувши клети, ставшей ненужной, пустой. Длани широким движением птицу послал в поднебесье. Взвилась стремительно ввысь и, трепеща нестесненно крылами завидными людям, радостно лед устремила в просторное ясное небо. Ей вдогонку неслися троянцев счастливые крики, ведь всем любезна свобода, смерти попранье и Бога благословенный привет. Чаша. 3-м забег был назначен. Все подошли к общей мете и по призыву Герольда резво помчались в Крунграда трое стенами мощной. Все проворны, как ветер, поступь легка, быстропружна, по колесничной дороге путь пролегал, дальше лугом, полями, снова дорогой от Скейских ворот до Дарданских. Они поначалу бежали общей гурьбою,
Издали чудилось, что по земле, по пригоркам одно многоглавое и многоногое создание пристранное движется. Потом отделилась частица, будто глава вдруг решила отдельно свой путь продолжать. Дорога свернула, бегущие скрылись за выступом стен. Лишь те, кто на стене, такие были тоже, могли увидеть, как три мужа, один другому вслед, настичь стремились Кикна, быстрого ногами, отставший от него на несколько шагов. Бег — это лучшее из всех движений. В нем тело все, а не одни лишь ноги себя задействуют. И даже больше, в стихию превращаешься, в порыве все существо объявшим. Ты как будто ветер. Герои быстро бег стремили, как ласточки на небе, одна другую настигает, следом третья под них ныряет, сбоку поспешает еще одна со свистом рассекая воздух. И заодно легкокрылый им соревнуется ветер, весело им состязаться, дерзко, азартно, привольно. Цели им нет и нужды, лишь быстрота и стремительность, лишь упоенье полетом. Где начинался их бег, там и закончиться должен. Приз завидный назначен, двуручная чаша из серебра благородного, искусной сидонской работы. Столик кедровый изящный, слоновую костью украшен, ей постаментом служил. Кто из героев всех прежде чаши достигнет и в руки возьмет, тот победил в состязании. Вот бегуны показались, с левой руки одолевши трое периметр стен. Вырвались трое вперед, Кикна не видно, силы растратив в начале, первенство сбивши дыхание, не смог за собой удержать. Первым бежал Пелегон, Аксия сын легконогий. Немудрено ведь считался бога речного потомком. Следом за ним устремлялись двое могучих, гордость царского дома, Гектор славнейший. Тут же Парис нелукавый спуску ему не давал. Близка к Пелегону победа, уже он промчался слияние источников двух разнородных питавших скамандр. Вот совсем рядом помост, где трон водрузили Приамов. В глазах уже блещет, сверкает серебряный кубок желанный. Все ближе и ближе виденья, мгновенья сочти, и он твой. Но злополучный камень приключился, а может быть, выбоина не кстати, нога в ней подвернулась. Препятствие ничтожное, не причинит вреда идущему неспешно, слегка споткнется и свой путь спокойно продолжает. Но кто стремителен, тот не идет, летит. Законы действуют другие на него, малейшее способствует движению и может сокрушить. Так с Пелегоном было. Как будто вмиг опоры он лишился и рухнул гулко, землю сотрясая, по ней катясь клубком, где ноги, руки не разобрать. Народ невольно криком резким его сопровождал паденье. И враз умолкли, что там с Пелегоном. Он оглушен падением, боль превозмогая, вскочил и бег продолжил. Сущая безделка до цели оставалась. Не судьба, увы. Хватило роковой заминки, чтоб два ближайших, рьяностью пылавших бегуна, опередили павшего на землю. Столь яростно, безудержно, свирепо неслись они, что будто растерзать готовы чашу.
Случись на их пути хоть кто, неумолимым вихрем вмиг смели его. Такое превращение над нами совершает сильнейшее влечение, безумию подобно. Обои два, все отдавая силы, стремили вровень бег, и к вожделенной цели примчались вместе. Одно дыхание, нога к ноге, не различишь, совсем как братья были в порыве общем. Осанистую чашу с двух сторон схватили разом, так иногда красавицу под руки соперники, не уступая права, к себе привлечь стремятся, увлекая властно. Схватив за ручки чашу, бегуны, Парис и Гектор грянули на землю. Кубарем потешно, кто где, на ком, где чаша? Рук и ног сплетенье, нос уткнулся в пятку, локоть под коленом, и всем на обозренье просто срам, героя ягодицы выткнулись бесстыдно. Не мог сдержать улыбки никто из тех, кто видел, а простецы смеялись беззлобно от души. Но в суматохе крепко держали чашу руки. Лишь им, казалось, надлежит отдать победу, а бегуны пропали в сплетении двух тел. Такого результата никто не ожидал. И кто теперь быстрейший, кому по праву приз достаться должен? Пока все размышляли, Парис вскочил и подбежал к печальному исходам перегону. Руками мощными его поднял и усадил на плечи, как в детских играх, забавляясь, мальчишки поступают. Так на Иде, когда бежали на перегонки, кто приходил последним, роль играл осла. Он был обязан победителя, царя, себе садить на плечи и под крики, под шутки и веселый смех немало проскакать всем назидание. Старинному обычаю в угоду Парис теперь скакал с соперником на шее и восклицал задорно: «Вот победитель добрый, славьте все его!» Увидев это, Гектор восклицал: «Я и достиг, и без толку стремился. С другим остаться вровень, словно состязание, прервать и начинать сначала. Победа есть, когда одна, полна и неделима. А если разделить, подобно чаше надвое разрубленной, не выпить из нее, не видеть глаз лаская, кусок металла бесполезный, лежащий праздно. Такова победа становится на части поделенная. Ничто, ни красоты, ни пользы». В итоге все решили солидарно, что чашу Богу посвятить пристало, ведь побеждает тот, кому поможет Бог.